Я решила с вами поделиться о том, как на меня повлиял этот период солнцестояния и в сочетании с полнолунием. Я заметила очень такое тяжелое состояние во время полнолуния, 22 июня. Весь день испытывала какую-то тяжесть и чувство, обостренное чувство эмпатии. И для целителей очень характерна именно повышенная эмпатия. И во время полнолуния я особенно ощущала это состояние такой, вы знаете, повышенной, обостренного сопереживания тем людям, которые страдают сейчас от всевозможных конфликтов военных, которые происходят по всему миру. И вы знаете, даже ощущение было скорее психологическое, но и даже физическая тяжесть в области сердца настолько, потому что эмпаты, они ощущают боль каждого человека как свою собственную. И, естественно, это становится просто невыносимо, когда это особенно усиливается во время такого мощного периода, как солнцестояние и полнолуние, когда усиливаются такие энергии, космические энергии, трансформационные энергии, идет ощущение. И особенно в полнолуние усиливается именно женская энергия. Женская энергия — это усиливается интуиция. Что вы чувствуете, прислушивайтесь к себе, что вы чувствуете, что вы ощущаете. И это состояние такой повышенной, усиленной эмпатии, которое было просто невыносимо, настолько оно было сильным, что я обратилась к Высшему и попросила его облегчить. И ко мне пришел инсайт. Вы знаете, я делала практику несколько раз, представляя себя в качестве наблюдателя, чтобы дистанцироваться от этого, понимаете, этих событий, которые происходят в этом 3D-мире, да, материальном мире. Эта практика, она появилась, как инсайт, то, что я испытала во время погружения, одного из погружений, где я оказалась в теле тибетского монаха в одной из моих прошлых жизней, который в состоянии глубочайшей медитации, он соединился со всей Вселенной, и он чувствовал дыхание, вибрации Вселенной, как живого существа. И где-то внизу он видел природу, которая тоже находится в состоянии глубочайшей медитации. И совсем где-то внизу людей, которые настолько находятся в низких вибрациях и решая свои какие-то проблемы, да, и не успевают даже осознать за такой короткий период своей жизни, зачем они пришли на Землю, для чего их душа воплотилась. И вы знаете, я вспомнила это погружение, и я себя представляла, что я нахожусь в космосе и смотрю на все это с высоты космоса, и меня это уже не волнует, потому что я смотрю это как на игру, которую выбирают души для того, чтобы пройти свой путь. Понимаете, таким образом я пыталась себя дистанцировать от этого состояния такого невыносимой эмпатии, которая у меня так сильно обострилась во время полнолуния. Кроме того, я делала еще практику встреча с Высшим Я. Эта практика тоже помогла мне наполниться энергией безусловной любви. И тем самым также наполниться энергией безусловной любви, энергией абсолюта. И уже, знаете, на следующий день я себя чувствовала наполненной, полной творческих планов и творческой энергии. В такие периоды, когда открывается портал и идет сильная энергия из космоса, да еще удвоенная, утроенная, и в несколько раз, когда сочетается и энергия Солнца, и энергия полной Луны. Поэтому будьте на позитиве, слушайте себя, давайте себе отдыхать. Я тоже чувствовала, что мне необходимо отдыхать, и я давала себе время, чтобы отдохнуть, расслабиться и хорошо высыпаться. В эти дни делала практики, и поэтому вам тоже рекомендую это делать, потому что в это время идет еще трансформация тела, переход в новое состояние и переход в новое время для тех, кто
хочет этого, кто работает с собой и осознан. Поэтому слушайте себя, слушайте свою интуицию, понимайте, что все это дается, и будьте готовы к этому. Эти энергетические дни, они, конечно, начинаются и до, и после. То есть вот эти дни, они будут продолжаться, например, до конца июня, и портал открыт. И вы можете воспользоваться этой возможностью, работая над собой, усиливая свою энергетику, осознанность и готовность к переходу.